Сегодня мы отправимся в путешествие по самым темным лабиринтам человеческой воли, где величайшие идеи о свободе были перекованы в цепи для миллионов. Иммануил Кант написал: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Он говорил о двух порядках – внешнем, космическом, и внутреннем, этическом. Кант верил, что внутренний компас морали, если следовать ему с чистотой разума, способен привести человечество к свету. Но он также предостерегал: из такой кривой тесины, как та, из которой сделан человек, нельзя сделать ничего прямого. История XX века вырезала из этой кривой тесины фигуру, которая взяла идею всеобщего закона и превратила ее в гильотину. Этот человек, не будучи философом, интуитивно уловил формальную мощь категорического императива, но вырвал из него сердце, уважение к человеческой личности. Он создал свой собственный чудовищный императив. «Поступай так, как того требует величие нации и чистота расы, и пусть твоя воля станет законом для всех, кто слабее». Мы говорим об Адольфе Гитлере и о том, как самая строгая этическая система может быть отражена в самом кривом из зеркал. Достоверно нельзя утверждать, что философия Канта стала идеологией для этого человека, но все говорит о том, что с работами Канта он был знаком. Мы говорим, что мораль правителя оценивается не по абстрактным принципам, а по результатам его действий. Но что предшествует результату? Что, если сам принцип, положенный в основу действия, является ядом? И вот он парадокс. Если мораль основана на опыте, она может оправдать жестокость, если та приводит к порядку или успеху. Но самое страшное, что та искаженная мораль, которая повергла целые страны, государства, нации в вихрь мучений, страха и смерти, где тысячи и тысячи жизней стали платой за интерпретацию, в которой мораль перестала быть ограничителем власти и стала ее инструментом, сегодня стала примером и для других правителей. Власть всегда стремится определять, что считать моральным. Если мораль становится зависимой от приоритетов власти, она теряет автономию. Это уже не мораль, а ее подмена политической целесообразностью. Когда мораль оправдывает жестокость, она становится не совестью, а механизмом. Именно таким механизмом и была власть тирана. Он не использовал философию Канта как идеологию. Он подменил саму суть морального закона и начал войну, в которой разум был обезглавлен, а этика сведена к стратегии. История Адольфа Гитлера и его Третьего Рейха – это не просто хроника политической и военной катастрофы. Это, в первую очередь, история метафизической узурпации. История о том, как самая строгая и возвышенная этическая система, созданная человеческим разумом, была отражена в кривом зеркале тирании, превратившись в свою полную противоположность. Идеология Гитлера стала не просто альтернативным мировоззрением. Она стала вирусом, который инфицировал и отравил сами понятия, на которых строилась европейская мораль, оставив после себя выжженную землю в поле этики, где сорняки цинизма и релятивизма произрастают до сих пор. Рассмотрение этой трагедии в контексте лидера нации, формирующего моральный закон для своего народа, обнажает механизм катастрофы. Это не было прямолинейным отрицанием Канта. Это было нечто гораздо более коварное, паразитическое подражание. Идеология нацизма симулировала форму кантианской этики, строгость, долг, универсальность, но наполнила эту форму содержанием, которое было прямой антитезой к кантовскому гуманизму. Давайте же разберем, почему эта идеология стала настолько опасной и как именно она навсегда исказила представление морального закона. Фундаментальный принцип морального закона Канта – его радикальная универсальность. Категорический императив работает только в том случае, если его максима может быть применена к любому разумному существу во Вселенной без исключений и противоречий. Он говорит не от имени немца, европейца или арийца, он говорит от имени чистого разума.
В этом его сила и его освобождающий пафос. Перед лицом морального закона все равны, ибо все обладают разумом. Идеология Гитлера совершила здесь первую и главную диверсию. Она приватизировала мораль. Она взяла идею всеобщего закона и заявила: «Этот закон наш и только наш. Он всеобщий, но только для нас, для высшей расы». Универсальность была заменена на тотальность внутри замкнутой группы. Для всех, кто находился за пределами этой группы – евреев, славян, цыган, политических оппонентов – моральный закон просто переставал действовать. Они были вынесены за скобки человечности и, следовательно, за скобки этики. Это создало чудовищную моральную шизофрению. Внутри рейха могли существовать понятия о чести, верности, долге и самопожертвовании. Солдат СС мог быть любящим отцом и верным мужем. Но, пересекая порог концентрационного лагеря, он вступал в пространство, где мораль была отменена. Убийство переставало быть убийством, становясь санацией. Грабеж становился ариизацией рабственности. Лидер нации Гитлер не просто разрешил это, он сделал это моральным долгом. Он провел новую границу морали, и эта граница пролегла не между добром и злом, а между своими и чужими. Таким образом, первое негативное влияние на трактовку Канта заключалось в дискредитации самой идеи универсальности. После Гитлера любая попытка говорить о всеобщем законе стала вызывать подозрения. А кто определяет границы этого всеобщего? Не скрывается ли за этим стремление одной группы навязать свою волю другим? Страх перед тоталитарной псевдоуниверсальностью породил глубокое недоверие к подлинной универсальности. Второй столб этики Канта – это автономия воли. Моральный поступок ценен лишь тогда, когда он совершается свободно, по внутреннему убеждению, из уважения к закону, который разум предписывает сам себе. Мораль не может быть навязана извне, ни Богом, ни обществом, ни правителем. Повиновение внешнему приказу, даже если этот приказ совпадает с требованиями морали, не является по Канту подлинно моральным актом. Это лишь легальность, но не моральность. Идеология нацизма произвела здесь вторую подмену, возможно, самую разрушительную для сознания нации. Она экстернализировала источник морали. Место внутреннего голоса совести, место суда собственного разума занял внешний авторитет – воля фюрера. Принцип «фюрер приказал, мы исполняем» отменил личную моральную ответственность. Лидер нации стал ходячим моральным законом. Его слово было не просто политической директивой, оно было высшим этическим императивом, отменяющим все прочие. Это привело к тому, что понятие долга, столь центральное для немецкой культуры и философии, было полностью выхолощено. Кантовский долг – это свободное самообязывание разумной личности. Нацистский долг – это слепое, механическое повиновение приказу. Адольф Эйхман, организатор Холокоста, на суде в Иерусалиме защищался, апеллируя к Канту. Он утверждал, что просто выполнял свой долг, следовал закону, как учил философ. Это, конечно, было чудовищным невежеством или циничной ложью. Эйхман перепутал категорический императив с армейским уставом. Он подчинялся не универсальному закону разума, а конкретным приказам преступного режима. Этот феномен превращения миллионов людей в винтики системы, которые просто выполняли приказы, стал самым страшным уроком XX века. Лидер нации Гитлер успешно провел операцию по анестезии национальной совести. Он освободил людей от бремени личного морального выбора, заменив его на простую и удобную схему повиновения. Последствия для трактовки Канта были катастрофическими. Понятие долга на долгие годы стало ассоциироваться не с высшим проявлением свободы, а с бездумным подчинением и оправданием преступлений. Таким образом, идеология Гитлера не просто стала опасной, она стала метафизическим ядом, который действует и поныне. Ее опасность заключалась не в примитивной жестокости, а в коварной мимикрии под высокую мораль. Она не говорила «будьте злыми»,
Она говорила: «Ваше зло есть высшее добро, ваш геноцид есть долг, ваше рабство есть свобода». Для лидера нации, который берет на себя право формировать моральный закон, эта история служит вечным предостережением. Механизм всегда один и тот же. Первое. Сужение универсальности. Мораль объявляется достоянием избранной группы. Наш народ, наша цивилизация, а все остальные объявляются врагами, на которые она не распространяется. Второе. Перенос авторитета. Внутренний голос совести объявляется эгоистичным или предательским, а единственным источником истины и долга становится воля лидера. Третье. Обесценивание личности. Жизнь и достоинство отдельного человека объявляются ничтожными по сравнению с великой абстрактной целью государства, империя, нация. Когда эти три условия соблюдены, открывается путь к любому преступлению. И самое страшное, что участники этих преступлений могут искренне верить, что вершат правосудие и исполняют свой высший долг. Негативное влияние на наследие Канта огромно. Его философия, призывавшая к мужеству мыслить самостоятельно, стала в умах многих ассоциироваться с идеологией, требовавшей не мыслить вообще. Его учение о долге, как о высшем проявлении свободы, было скомпрометировано практикой слепого повиновения. Его мечта о вечном мире, основанном на уважении к каждому человеку, была сожжена в печах Аушвица. Но именно поэтому возвращение к подлинному Канту сегодня как никогда необходимо. Его философия — это самое мощное противоядие против вируса тоталитаризма. Она напоминает нам, что никакой лидер, никакая нация, никакая идеология не имеют права отменять моральный закон внутри нас. Она настаивает на том, что долг без свободы — это рабство, а порядок без человечности — это концлагерь. Тень Гитлера все еще лежит на Европе и на мире, напоминая о том, как легко кривая тесена человеческой природы может извратить самую прямую и светлую идею. И единственный способ не дать этой тени поглотить нас снова — это мужество каждого отдельного человека, заглянуть внутрь себя и услышать там не громогласный приказ вождя, а тихий, но непреложный голос морального закона, который требует относиться к каждому человеку как к бесценной цели. Это и есть главный урок, который мы должны извлечь из этой трагедии. Это и есть тот категорический императив, который мы обязаны защищать всегда. Давайте представим невозможное. Диалог на скамье подсудимых вечности, где Иммануил Кант, автор учения о моральном долге, встречает человека, который превратил этот долг в приказ уничтожать. Каким бы был этот разговор? Утверждал бы Гитлер, что следовал своему внутреннему моральному закону, о котором он читал в работах Канта? Спорил бы, оправдывался или признал бы вину? Но прежде чем мы представим этот диалог, давайте остановимся и поразмышляем на нескольких фундаментальных вопросах, которые остаются актуальны для любой эпохи, для любого общества и для каждого из нас. Что такое мораль, если ее можно интерпретировать во имя насилия? Где проходит граница между долгом и фанатизмом? Может ли философия защитить человека от идеологии? И кто несет ответственность, когда идеи становятся оружием? А также давайте спросим себя. Может ли совесть стать общественной моралью? На этот вопрос мы попробуем ответить сейчас. Совесть — это глубоко интимный, внутренний феномен. Кант назвал бы ее судом внутри нас,
голосом практического разума, который оценивает наши поступки на соответствие моральному закону. Совесть говорит на языке «я должен» или «я не должен был». Она субъективна в своем переживании, но претендует на объективность в своих суждениях. Общественная мораль, с другой стороны, это система норм, ценностей и правил поведения, принятых в данном обществе. Она кодифицируется в законах, традициях, этикете. Мораль говорит на языке «мы считаем правильным» или «мы осуждаем». Она по своей природе надличностна и стремится к унификации поведения. Может ли совесть одного человека стать моралью для всех? История показывает, что это путь к катастрофе. Именно это и пытался сделать Гитлер. Он проецировал свою искаженную, патологическую версию долга и правильного на всю нацию, требуя, чтобы его внутренняя убежденность стала всеобщим законом. Когда совесть правителя, пророка или идеолога становится единственным источником общественной морали, это отменяет саму суть морального выбора для других людей. Им остается лишь повиноваться или погибнуть. Здоровое общество строится на диалоге, на поиске консенсуса. Общественная мораль – это результат сложного процесса, в котором совесть множества людей находит общие точки соприкосновения. Она может быть информирована совестью граждан, но не может быть заменена совестью одного, даже самого просвещенного из них. Таким образом, совесть не может и не должна становиться общественной моралью в чистом виде. Она катализатор ее развития, ее внутренний критик, но не ее диктатор. Следующий вопрос. А применима ли совесть к морали правителя? Безусловно, да. Более того, для правителя бремя совести должно быть неизмеримо тяжелее, чем для обычного гражданина. Решение одного человека у власти влияет на судьбы миллионов. Однако здесь кроется ловушка, в которую попадали многие тираны. Они часто говорят о своей исторической миссии, о высшей ответственности, которая якобы ставит их над обычной человеческой моралью. Государство – это я. Эта формула означает, что личная совесть правителя приравнивается к благу государства. Гитлер искренне верил, что действует во благо немецкого народа. Его совесть, если она и была полностью подчинена этой идее. Она не спрашивала, гуманен ли этот приказ. Она спрашивала, эффективен ли он для достижения цели. Подлинная мораль правителя заключается не в том, чтобы следовать своей уникальной, особой совести, а в том, чтобы подчинить свои действия универсальным моральным принципам, главным из которых является уважение к человеческому достоинству каждого подданного. Совесть правителя должна быть не оправданием его действий, а их самым строгим ограничителем. Она должна шептать ему не «ты можешь все, ибо ты власть», а «ты не можешь этого сделать, потому что это бесчеловечно». Таким образом, совесть к морали правителя не просто применима, она является ее необходимым, но недостаточным условием. Недостаточным, потому что без внешних ограничителей в виде законов, независимых судов и свободного общества даже самая чистая совесть может переродиться в тиранию. И в заключении попробуем себя спросить, что из чего проистекает – совесть из морали или наоборот? Это один из вечных вопросов философии. Существует две основные точки зрения. Первое. Мораль порождает совесть, социокультурный подход. С этой точки зрения человек рождается чистым листом. В процессе воспитания и социализации он усваивает моральные нормы своего общества, от родителей, из религии, из культуры. Совесть в этом случае – это интериоризированный, то есть ставший внутренним голос общества. Муки совести – это страх перед общественным осуждением, ставший частью нашей психики. Мы чувствуем вину, потому что нарушили правила, которые впитали с детства. Второе.
Совесть порождает мораль, кантианский гуманистический подход. С этой точки зрения в человеке есть врожденная предрасположенность к моральному суждению, тот самый моральный закон внутри. Это не набор готовых правил, а сама способность разума отличать должное от сущего, способность ставить себя на место другого и задавать вопрос: а что, если все будут так поступать? Совесть — это проявление этой врожденной способности. Общественная мораль же является попыткой человечества на протяжении истории сформулировать и закрепить в законах и традициях интуитивные прозрения совести. В этом смысле великие моральные революции, отмена рабства, признание прав человека — это моменты, когда совесть прорывалась сквозь устаревшие и несправедливые общественные нормы. Вероятно, истина лежит где-то посередине в их диалектическом взаимодействии. Мы рождаемся со способностью к моральному чувству, совестью, но ее содержание и развитие во многом определяются той моральной средой, в которой мы растем. Однако именно совесть позволяет нам критически оценивать эту среду, бунтовать против несправедливой морали и стремиться к ее улучшению. В конечном счете, история Гитлера — это не история о том, как философия Канта породила монстра. Это история о том, как легко можно имитировать форму великих идей, выхолостив их содержание. Это вечное предостережение: любой универсальный закон, любая идеология, любой призыв к долгу, который не ставит в центр отдельного, живого, страдающего и любящего человека, неизбежно ведет в бездну. И единственный компас в этом тумане — это тихий, но настойчивый голос совести, напоминающий о звездном небе над нами и о человеческом достоинстве внутри нас. Помните, сомнение — это начало мудрости. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вас волнует и о чем хотите поразмышлять в следующем выпуске.